Как надо сдерживать Россию? Вопрос уже многих лет. Это будет, пожалуй, самое нетривиальное мнение. Ничуть не пророссийское, но справедливое и имеющее место быть. Порой лучше подумать и стремиться к возможному. Поэтому сегодня вас ждет реальный взгляд на вещи. А именно, взгляд на политику НАТО в Восточной Европе и других регионах. Хит политического сезона Запада – сдерживание России и защита Восточной Европы от агрессивных замыслов Москвы. Что не так с многочисленными публикациями о противостоянии русским в Прибалтике? В этом году на Варшавском саммите НАТО звучали резкости в адрес России. Ее называли главным источником нестабильности в Европе. Новый план по развертыванию 4 батальонов в Прибалтике также обозначил схему натовского подхода с гарантирования на сдерживание. Все это происходило уже после того, как США заявили о решении разместить в регионе танковую бригаду и потратить на укрепление гарантий членам НАТО $3,4 миллиарда. Это подается как сдерживание, хотя по сути скорее относится к предоставлению политических гарантий для стран Восточной Европы и демонстрирует приверженность США 5-й статье Договора о НАТО. Поразительно, но Россия ведет себя точно так же. Развернула несколько соединений у границ с Украиной, что тоже было запланировано ранее, еще в ноябре 2014 года, и выдала это за ответ на укрепление НАТО. Минувшие 2 года в российско-натовских отношениях можно охарактеризовать как театр теней. Россия практически не усиливала группировку в Калининграде и возле Санкт-Петербурга, в то время как НАТО развернуло несколько небольших подразделений, скорее с политическими задачами. Публичная позиция обеих сторон основывается на неправде, поскольку в Прибалтике ни НАТО не наращивает боеспособность против России, ни Россия против НАТО. Изменения есть, но равновесие сил не меняется. Тем не менее, большую часть минувшего года Вашингтон и Брюссель провели в борьбе с непоборимым. Там решали, как сдерживать Россию в Прибалтике. Вопрос сам по себе парадоксальный, потому что с одной стороны у НАТО нет практической возможности защитить Прибалтику от российского вторжения. При этом члены НАТО никогда не верили, что обещания оборонять Прибалтику, данные при ее приеме в Альянс, когда-нибудь потребуется реализовывать на практике. Однако, все эти годы Россия прекрасно сдерживалась. Именно этим и объясняется, почему Россия так активно старалась предотвратить вступление в НАТО Украины и Грузии. Несмотря на это, все сценарии российского вторжения в Прибалтику имеют один недостаток. Ни в одном из них не объясняется, зачем это вообще понадобилось бы русским. Не прозвучало ни единого оперативного или стратегического обоснования такого вторжения. Оккупация Прибалтики несет минимальный военный смысл в рамках задачи по уничтожению НАТО, которую могла бы ставить перед собой Россия. Можно цинично заметить, что сценарий высокотехнологического сражения в Прибалтике, коллективная победа Москвы, Брюсселя и Вашингтона, все получили, что хотели. НАТО вписалось в долгосрочный проект по превращению в действенную систему коллективной обороны на Европейском театре. Угроза вынуждает перестроить тыл, правовые режимы и нарастить оборонные расходы, чтобы справиться с равным соперником, таким как Россия. Военные НАТО, уставшие от контртеррористических и противопартизанских операций, а также от борьбы с пиратством, вновь начали готовиться к конвенциональной войне. Статья 5 Североатлантического договора. Договаривающие стороны соглашаются с тем, что вооруженное нападение на одну или несколько из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом, и следовательно соглашаются с тем, что в случае, если подобное вооруженное нападение будет иметь место, каждая из них в порядке осуществления права на индивидуальную или коллективную самооборону, признаваемого статьей 51 Устава Организации Объединенных Наций, окажет помощь договаривавшейся стороне, подвергшейся подобному нападению. Путем немедленного осуществления такого индивидуального или совместного действия
которое сочтет необходимым, включая применение вооруженной силы с целью восстановления и последующего сохранения безопасности Североатлантического региона. О любом подобном вооруженном нападении и всех принятых в результате него мерах немедленно сообщается Совету Безопасности. Подобные меры будут прекращены, когда Совет Безопасности примет меры, необходимые для восстановления и сохранения международного мира и безопасности. В Москве не без удовольствия воспользовались натовской активностью в целях внутриполитической мобилизации, прекрасно понимая при этом, что ни один из шагов Альянса не изменяет военный баланс в Европе так, чтобы всерьез угрожать России. Российское руководство надеется, что НАТО завязнет в проблеме сдерживания в Прибалтике на долгие годы, вместо того, чтобы поддерживать Украину или дальше продвигаться вдоль российских границ. До тех пор, пока НАТО понимает себя скорее как оборонительный союз, чем политический проект, ее члены с неохотой будут включаться в активные действия на российской периферии. По крайней мере, на это надеются в Москве. Дискуссии в США иллюстрируют шоковое состояние истеблишмента, который десятилетиями игнорировал Россию, полагая, что пациент скорее мертв. После Крыма и украинского кризиса в 2014-м военно-политический истеблишмент США внезапно открыл для себя российскую военную машину. Американская экспертиза, ранее проводившая сложные, многоаспектные и подкрепленные историческим подходом исследования советской угрозы, после более чем 20 лет запустения неизбежно демонстрирует недостатки. Российские вооруженные силы изображаются карикатурно, а комплексные исследования подменяются лозунгами. В результате сдерживание, полностью в духе гибридной войны, все больше превращается в политический процесс, который должен сохранить американское присутствие в Европе и сконцентрировать европейцев на российской угрозе, то есть, по сути, на увеличение оборонных расходов в НАТО. Этот подход, как и в случае с гибридной войной, привел к тому, что само понятие сдерживания затерлось до полной бессмыслицы. С официальной точки зрения, сейчас любая активность, любые учения НАТО сдерживают Россию, хотя на самом деле ничто из этого не имеет никакого отношения к теории сдерживания. Сторонники наращивания сдерживающей группировки в Прибалтике последовательно попадают в ловушку собственной же логики. Серьезно поразмыслив над обстановкой, им следовало бы заключить, что Прибалтику невозможно оборонять, пока в тылу у нее в Калининграде развернут 11-й российский корпус. Вместо этого они изобретают новые слова, наподобие устойчивого или современного сдерживания, чтобы объяснить, чем и как помогут противостоять России еще несколько натовских подразделений. Сдерживание воспрещения – система мероприятий, по результатам которой противник отказывается от нападения, поскольку не видит для себя возможности выиграть кампанию военным путем. Сдерживание возмездия. Система мероприятий, подразумевающая формирование у противника уверенности в том, что в случае агрессии он неизбежно понесет неприемлемый ущерб. Нынешние подходы к сдерживанию в Прибалтике по смыслу затерялись где-то между концепциями возмездия и воспрещения. Иными словами, им нечего предложить, и все сводится к тому, чтобы делать что-нибудь ради самого действия, отказавшись от рациональной аргументации. Этот ребрендинг политических гарантий под видом военного сдерживания и компенсация недостаточного военного потенциала разнузданным краснобайством. Теория сдерживания знает ответы на эти вопросы. С исторической точки зрения предпочтительнее сдерживание воспрещением. Однако оно работает только в том случае, если ваш оппонент поверил, что не сможет достичь своей цели военным путем. Этого не так просто добиться, как извергнуть из себя кучу слайдов в PowerPoint и заявить: короче, мы сдерживаем Россию, она нас больше не побеспокоит. Послужной список сдерживания возмездия не настолько богат, но со времен Холодной войны оно доказало свою эффективность против Союза. К сожалению, трудно точно сказать, работает ли оно,
потому что иногда страны сами себя сдерживают по внешним и внутренним причинам. Более того, достаточность наказания полностью зависит от восприятия наказуемого. Поэтому трудно представить, когда война вообще закончится. Этот сценарий по-прежнему возможен, хотя все свидетельства говорят о том, что Россия не ведет никаких военных приготовлений в отношении стран Прибалтики и очень серьезно относится к военным гарантиям, которые НАТО дает этим государствам. Несмотря на это, натура любого военно-политического руководства такова, что планирование ведется на грани возможного, а иногда и за гранью. И так, как следовало бы НАТО относиться к проблеме сдерживания России. Стратегия сдерживания воспрещения в случае с великой или даже крупной державой приводит к гонке военных потенциалов, обычно именуемой дилеммой безопасности. Это бездонная бочка расходов, особенно с учетом того, что вашему оппоненту проще оперировать силами на своей территории, чем вам перебрасывать их за тысячи миль через океан. Таким образом, сдерживание воспрещения в Прибалтике невозможно не только по географическим соображениям, но и по экономическим. Для США это также нецелесообразно, поскольку развертывание большой группировки в непосредственной близости от Санкт-Петербурга вызовет ответные действия России, которые обессмыслят все эти упражнения. Сдерживание не основывается на предугадывании намерений противника, но должно быть связано с его поведением, иначе непонятно, что именно мы сдерживаем. В некоторых отношениях задача НАТО куда проще, чем кажется. Нет нужды педалировать гарантии 5 статьи, если Россия и так понимает, что Альянс будет нести взятые обязательства в кризисной ситуации. В понимании русских, западные чиновники, громко рассуждая о кризисе доверия в НАТО, не решают проблему, а создают ее. Военные планируют, как вести себя в сценарии наихудшего развития обстановки. Безотносительно возможных результатов политических дискуссий в НАТО по введению в действие 5 статьи. В конце концов, неважно, что собираются делать страны НАТО, потому что единственное, что заботит русских, это вовлечение США в войну. В Москве воспринимают НАТО совсем не так, как в самом Альянсе. Русские видят в нем лишь логистическую базу для развертывания американских экспедиционных сил. То, что Германия или Испания смогут показать на конвенциальной войне, Москву не волнует, в отличие от военной машины США, поглощающей 2/3 оборонных расходов Альянса. В этих дискуссиях никак не проявятся политические войны, поскольку сдерживать такие действия невозможно. В нестандартных сценариях НАТО мало что сможет сделать, поскольку в основном все зависит от действий отдельного государства и его компетенций. Например, Россия силами спецназа может попытаться организовать кризис или провокацию в Прибалтике, подкрепив это угрозами полномасштабного вторжения. Это сложная ситуация для НАТО, потому что нет никаких шансов, что США атакуют территорию России ради обороны нескольких метров Балтийского побережья. Впрочем, НАТО может объявить о введении в действие 5 статьи без активного вступления в боевые действия, и вместо этого накладывать политические и экономические санкции, которые должны сокрушить российскую экономику. Сдерживать-то эти политические войны невозможно, но и выход обескураживающий мал. Хороший пример — Украина. Россия мало чего добилась там политическими войнами, без вмешательства обычных сил. Попытки Москвы играть на этом поле привели только к росту беспорядка, и вряд ли она готова повторять этот опыт. Альтернативой для США является укрепление своих сторожевых сил с помощью флота. В России крайне не любят, это еще мягко выражаясь, когда американские корабли появляются в Балтийском и Черном морях. Так они хотя бы послужат настоящим целям сдерживания, вместо того, чтобы просто демонстрировать флаг и иногда дразнить медведя. Это компромисс между присутствием и участием в боевых действиях означает, что в реальном конфликте корабли будут потеряны. Ирония в том, что США в своей истории втягивалась в войны после атак на корабли чаще, чем кто-либо другой. Стратегия сторожевых сил. Один из компонентов стратегии сдерживания, подразумевающий развертывание в защищаемом районе
небольшой группы передовых сил, в данном примере американских в Прибалтике. Эти силы заведомо недостаточны для прямого противостояния возможному вторжению, но являются чем-то вроде заложника, нападение на которого автоматически вызывает полномасштабный ответ. Америка объявила войну в 1812 году из-за того, что Британия насильственно вербовала на свой флот американских матросов. В Берберийских войнах 1801, 1805 и 1815 годов американский флот боролся с пиратами. Случившееся с броненосцем Мэн в 1898 году предоставило повод к испано-американской войне, так же как атаки германских подводок ускорили вступление США в Первую мировую войну в 1917 году. Наконец, война во Вьетнаме по-настоящему началась после атаки вьетнамцев на эсминец Медекс в 1964. При прочих равных условиях корабли США доказали, что они являются лучшими сторожевыми силами, если американское руководство демонстрирует волю к победе. Даже краткий взгляд на армию России позволит узнать все, что нужно о страхах российских военных, а также о том, какие усилия смогут обеспечить сдерживание возмездия. Главным образом Россия опасается воздушной мощи США, потому что, как только единая система ПВО будет разгромлена, станет возможным и поражение российских сухопутных сил. Если США пойдут на размен частей своей авиации для этого, у России не останется иного выбора, кроме эскалации к применению ядерного оружия. Эта неоднозначность в ответных мерах, известная как брешь в сдерживании, может оказаться полезной. Пока США демонстрируют волю и возможность прибыть на театр военных действий и нанести ответный удар, риски для России не просчитываются. Можно, конечно, измерять соотношение сил, и будьте уверены, в Прибалтике все в пользу русских. Но длительный конфликт с США в условиях применения обычных вооружений не самый привлекательный сценарий для любой державы. Машина американской армии специально сконструирована, чтобы разбирать противостоящие ей силы общего назначения. Если для России в этой войне важнее вертикальная эскалация, то для США горизонтальная. Существование НАТО автоматически превращает локальное столкновение в Прибалтике в региональный конфликт, чье пространство протягивается от Норвегии до Турции. А это колоссальное преимущество в развертывании. Флот и корпус морской пехоты США – глобальная сила, которую, если дойдет до этого, можно использовать почти в любой точке российской периферии. Ответный удар не обязательно наносить в Прибалтике. Под него могут попасть российские корабли в Средиземном море или войска в Сирии. Бастионы. В отечественной терминологии защищенные районы боевых действий, ЗРБД. Районы патрулирования стратегических лодок и ракетоносцев, выделяемые в угрожаемый период и прикрытие от действий противолодочных сил противника. Как правило, они расположены в непосредственной близости от своих баз флота. На Тихом океане таким бастионом в частности является Охотское море, что обуславливает особую военную значимость естественного барьера Курильской гряды. Простор России и ее историческое преимущество являются и ахиллесовой пятой. Трудно защитить такой континент сухопутными силами, не превышающими 300 тысяч человек. В период Холодной войны США разрабатывали план по связыванию советских сил на Дальнем Востоке, угрожая Курилами и пытаясь проникнуть в бастионы. Нет ни одной причины, по которой эта стратегия не сработает и сейчас, особенно при содействии подготовленных союзников, например, Японии. Еще одно преимущество состоит в необъяснимом страхе Москвы перед американскими крылатыми ракетами, который частично объясняется скудностью российского опыта применения этих вооружений. Генштаб пренебрегает созданием настоящего резерва. Этот участок военной реформы не завершен, поэтому неясно, насколько Россия способна восполнить потери в личном составе и поддерживать конвенциональную войну против технологически превосходящего противника. Россия легко одолеет любую республику бывшего СССР, наподобие Украины, но оказавшись против равного соперника, ее сравнительно неопробованная в деле военная машина скорее всего будет испытывать сложности. Даже если бы НАТО не существовало, еще не факт, что у России хватило бы людских резервов на оккупацию стран Прибалтики.
особенно если те развернут у себя подготовку массовой призывной армии. Несмотря на опубликованные результаты военных игр, в которых русские захватывают Прибалтику за 30-60 часов, государство региона не такая лакомая цель для российской оккупации, как некоторым хотелось бы считать. Один из самых сложных вопросов, связанных с предпосылками к такой войне, состоит в том, кто чего боится сильнее – США российской ядерной эскалации или Россия американского возмездия. Тут трудно давать рекомендации. Следует лишь подчеркнуть, что перед нами две ответственные ядерные державы, понимающие, что нарушение табу на применение ядерного оружия может привести за счет лестницы эскалации к апокалиптическим последствиям. Свершившийся факт, устоявшееся обозначение принципа мировой политики, при котором некоторое действие, осуществленное в обход международных норм, как правило связанное с односторонними территориальными изменениями, будет вынуждено приниматься как данность, без обсуждения возврата к прежнему состоянию. Так, лучше бы поинтересоваться не тем, можно ли Россию надежно сдерживать в Прибалтике, а способны ли эти весьма нежеланные сценарии ответных ударов перевесить все выгоды, которые Москва могла бы извлечь из вторжения. История учит нас, что следование принципу свершившегося факта часто приводит к катастрофическим последствиям для страны, свершившей этот факт. Иногда, собственно, и свершить ничего не удается. Розыгрыш такого гамбита приводит к эскалации. И когда факт свершился, начинается война. Неважно, насколько российское руководство раздражено из-за политики стран Прибалтики или заинтересовано в кризисе НАТО. Перспектива открытой войны с единственной мировой сверхдержавой более чем достаточно для того, чтобы отбить охоту к таким авантюрам. До тех пор, пока США сможет обеспечивать уверенность Москвы в неизбежности наказания, Россия будет по-прежнему сдерживаться гарантиями безопасности стран НАТО. Еще раз повторяю, это лишь реальный взгляд на накипевшую проблему и ответ на обескураживающие тупые крики мировой политической общественности. Спасибо, что досмотрели до конца. Еще более приятно будет, если вы подпишетесь на мой канал и поделитесь этим видео с друзьями. До встречи, армия!